Привет, меня зовут Алексей, и это мой новый Fifine AM8. Сегодня мы кратко пробежимся по данному микрофону, рассмотрим его плюсы и минусы, и поскольку я категорически против подкупных обзоров, весь сегодняшний видос будет записан именно на AM8. Приятного просмотра, мы начинаем. Начну я, пожалуй, с комплектации устройства, и коробка здесь, конечно, просто королевского качества. На самом верху коробки лежит некая макулатурка, очень, кстати, стильно выполненная, мне она очень понравилась, ее приятно читать. Помимо этого в микрофоне еще идет заводская ножка, на которую микрофон можно поставить, если у вас нету пантографа или каких-то других ножек. Кстати, она очень удобная, стильная, она не скользит по рабочему столу, потому что снизу прорезиненное покрытие. Помимо этого микрофон можно также зацепить за пантограф и спокойно его использовать, как и все микрофоны. Сам же микрофон ни во что не обернут, он предстает нам как на подиуме каком-то. XLR кабеля не положили, он идет в комплекте с звуковой картой. Здесь же имеется только Type-C провод, очень красивый, в заводских оплеточках. В общем, качество всей коробки, я считаю, на девяточку уж точно пойдет. Теперь немного поговорим про эргономику микрофона. Она просто потрясающая. Здесь огромное количество каких-то встроенных функций, прекраснейшие материалы. Ножка сделана из металла, сам микрофон тоже очень хорошего качества. В руках ощущается просто великолепно. Опять же, гигантский набор каких-либо функций. Можно покрутить крутилочки, сделать микрофон громче. У вас есть целых два способа подключить микрофон к компьютеру. Первый способ — это подключение по Type-C напрямую к компьютеру. Вам ничего не нужно, просто взять провод из коробки, воткнуть его в микрофон и в компьютер. Все. Второй способ — это подключение по XLR через звуковую карту, но проблема в том, что они стоят довольно больших денег. Также есть возможность прослушивать себя в реальном времени через мини-джек наушники. На корпусе AM8 есть различные интересные крутилочки. Первая отвечает за громкость вашего микрофона, а вторая за громкость прослушивания вашего голоса в реальном времени, если вы подключите проводные наушники к микрофону. Также есть кнопка настройки подсветки, а на задней панели микрофона имеется кнопка мута. Есть небольшая проблема. Из-за того, что кнопка находится на задней стороне микрофона, я очень часто перемещаю микрофон и случайно задеваю этот самый чувствительный сенсор. И его как бы не замечаю. Разговариваю себе, а оказывается, что микрофон все это время был замучен. К сожалению, никакого софта под настройку подсветки в микрофоне не предусмотрели, что очень печально, ибо я очень сильно хотел поиграться с настройками. Микрофон выполнен в трех цветах, в черном, розовом и белом. Мне лично очень понравился белый вариант, он смотрится очень гармонично и красиво. Да и вообще, белых расцветок микрофонов очень мало на рынке, и поэтому я решил взять что-то необычненькое. Каждый раз, когда я делаю обзоры на микрофон, я провожу среди своих зрителей мини-эксперимент. Записываю звуковую дорожку с микрофона, который на обзоре, и с моего Samsung C01U Pro. И зрители должны будут отгадать, какая дорожка на какой микрофон была записана. Поэтому слушайте звуковую дорожку, ставьте видео на паузу, спускайтесь в комментарии и пишите ваши предположения. Ну а мы начинаем. Поставь лайк и подпишись на канал. У меня действительно интересные обзоры на технику. Поставь лайк и подпишись на канал. У меня действительно интересные обзоры на технику. Лично мне кажется, что AM8 очень сильно не хватает высоких частот. Их отсутствие очень сильно ломает восприятие звука, и кажется, будто бы очень сильно понизили битрейт в записи, либо же ты разговариваешь из какой-то бочки. Возможно, она обусловлена отсутствием у меня звуковой карты, ибо этот микрофон прежде всего подключается по звуковой карте. По итогу хочу сказать, что AM8 это действительно неплохой микрофон для записи подкастов, стримов и идеально, если над ним поколдовать, подходит для записи видео на YouTube. Но навряд ли он доставит удовольствие человеку, который будет сводить ваш вокал, если вы вдруг решите записать на него музыку. Сомневаюсь, что для записи музыки он будет так же хорош, как и другие XLR-коллеги этого микрофона.